Всем привет! Меня зовут Алена. И если вы следите за моим инстаграм, вы уже давно, наверное, поняли, что я так и не прекратила свои эксперименты с тыквами. Одну из тыкв я уже делала совсем недавно и показывала вам вариант. Если вы не видели ее, ссылка будет в описании и вот тут в подсказках. Переходите и смотрите. Сегодня же я вам покажу, как я немножко по-другому задекорировала такую тыкву и немного намучилась тем, чтобы сделать все-таки основу. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть. Ну и первое, что нам понадобится, это кусочек пенополистирола или же любого пенопласта. Нам нужно с вами сделать дольку апельсина, я ее могу так назвать. И в первую очередь я рисовала я, кстати, на глаз и даже не измерила, но ширина моего пенополистирола 5 сантиметров. Рисую половинку тыквы, которую я хочу по итогу, и начинаю вырезать. Возможно, сейчас, после того, как я уже саму сделала тыкву, я могу сказать, что, наверное, можно было это сделать все намного проще, но я экспериментировала, поэтому процесс был долгим. Вырезала, и знаете, что я обозначила, где у меня верх, где у меня будет низ, так как снизу я немножко сравняла, чтобы тыква потом стояла ровненько. И всю свою заготовку обмотала прозрачным скотчем. Берем капроновый носок или колготку, натягиваем на ведро, да, мне так посоветовали, сказали, что так будет удобнее, и заполняю гипсовой штукатуркой. Знаете, в этот раз я не добавляла шпатлевку, решила попробовать, как будет без нее, и прошлый вариант мне понравился больше, поэтому ссылку на него я оставлю в описании. Нам нужно сделать таким образом, чтобы наша пенопластовая заготовка была сбоку. И по итогу, когда застынет все, у нас получилось место, куда потом будем вставлять все свои природные материалы. Поэтому я что-то делала, пыталась ее выставить. Наверное, я ее сделала больше, чем положено было, потому что никак не могла я ее выровнять, но кое-как выровняла, зажала резинками для того, чтобы придать форму тыквы. Не хотела она становиться у меня ровно, поэтому я подумала, ну, кривая тыква, хвостик в сторону, ничего страшного. А для хвостика беру кабачок. У меня нигде не было еще хвостика подлиннее, взяла самый большой от кабачка. Отрезаем хвостик, срезаем все лишнее. И как раз пока будет высыхать наша тыква несколько дней, хвостик тоже высохнет и будет сухим. После чего его можно будет приклеивать к нашей тыкве. И со стороны будет казаться, что у вас настоящая тыква. Но если у вас нету кабачков, тыкв дома, можете использовать бечевку, из нее тоже можно скрутить хвостик. Потом я все-таки решила немножко выровнять свою тыкву, чтобы она стала ровно, и привязала вот таким образом к штативу. Через сутки я достала свою тыкву, и то, что я говорю, она даже за сутки, так как просто штукатурка, не застыла полностью. Она мягкая, поэтому очень удобно было расковырять место, где у нас пенопласт. Убираю лишнее. И вообще, по идее, я хотела достать полностью этот пенопласт и уже в это место потом, глупо, правда, достать пенопласт, потом опять его вклеить, чтобы сверху добавить декор. Но по ходу работы я поняла, что у меня это просто невозможно. Просто невозможно. Поэтому я сверху где-то на сантиметр вовнутрь срезала и оставила в таком виде. А пока моя штукатурка не до конца засохла, очень удобно было с ней работать. Можно было придавать ту форму, которую надо, и все хорошо срезается и зачищается.
Да, многие могут сказать, зачем этим заниматься, можно просто поверху такой тыквы приклеить декор, но для меня очень важно то, чтобы со стороны это выглядело так, что природные материалы находились именно внутри, а не приклеенные сверху. И вот спустя неделю вроде бы все засохло, но снизу она все равно осталась темная. Что еще хорошо в гипсовой штукатурке, что она не трескается так, как цемент. Поэтому я, в принципе, ее использую. Беру акриловые краски, развожу нужный мне цвет и начинаю красить свою тыкву. Тыква у меня тоже будет оранжевая, как и прошлое, в принципе. Для удобства свою тыкву я одела на деревянные шпажки, и таким образом было удобнее красить всю тыкву со всех сторон. Красила, делая более темные, светлые места, делая переходы между цветами, чтобы сделать свою тыкву более реалистичной. И в конце я еще взяла коричневую краску и с помощью жесткой кисточкой сделала небольшие капельки. После чего оставила сушиться. Ну а можно использовать и строительный фен, так будет быстрее. Место, где у нас будут природные материалы, я решила закрасить зеленым цветом. Заляпала тыкву, но ничего, мы это исправим. Все высохло, и теперь можно заполнять нашу тыкву материалами. Первое, что я сделаю, я приклею мох. Мох сфагнум. Знаете, с недавних пор это просто моя любовь, так как обычный зеленый мох я сейчас в продаже найти не могу, этот мне его заменяет. Приклеиваю мох и теперь приклеиваем сам хвостик. Да, после того, как у вас хвостик высохнет и будет сухим, с ним ничего не случится. Он у вас не испортится. Поэтому после этой идеи я уже своим родным сказала, что мне нужны хвостики от тыквы и мне должны их привезти. Поэтому если вам нравится делать тыквы и что-то подобного плана, запаситесь хвостиками. Теперь сами материалы. Я буду приклеивать самые маленькие. Косточки маленькие, шишки маленькие, желуди, также какие-то ягодки, которые будут туда, конечно, уместны. И также зеленые пластиковые листики для того, чтобы добавить цвета. Для удобства я беру полотенце и на него размещаю уже свою тыкву. Таким образом, сверху будет намного удобнее смотреть на свою тыкву и располагать все свои материалы. Приклеиваю я все на термоклей, и все хорошо и надежно держится.
Заполняю каждое пространство, где добавляю маленькие пластиковые листики, которые срезаю с большой веточки, и маленькие ягодки, где по одной, где по 2-3 штучки. По желанию, конечно, можно сверху еще покрыть прозрачным лаком, но не очень толстым слоем, и наслаждаться своей работой. Мне очень нравится результат, и знаете, мне очень понравилось работать с тыквами подобного плана. Не знаю, может быть, еще что-нибудь придумаю. Ну а также, если вы не видели прошлое видео, все ссылки будут в описании к этому видео. Переходите и смотрите. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!